Привет, мои дорогие девочки! Это у нас будет астрологический прогноз, но через Таро. Мы с вами посмотрим, что же за лето нас такое ждет по знакам зодиака, и мы немножко планеты затронем, поэтому я здесь отложила здесь вот именно Таро, которые у меня ассоциироваться будут со знаками зодиаков. А тут посмотрите, какую я тут открыточку поставила. Это открыточка, девочки, такая вот женщина. Это такая вот фотка, девочки, открытка, на которой гашеная с почтовой маркой на французском языке. Посмотрите. Сион. Смотрите. Вы умеете по-французски? Я нет. Знаете ли, вы умеете читать по-французски, девочки? Я, к сожалению, нет, но это какое-то прекрасное послание от Мартина, от моего кота. В общем, тут вот так как это послание такое прекрасное, я здесь ее ложу. И мы с вами сделаем наше тоже прекрасное послание для каждого знака зодиака. Итак, поехали, девочки. Итак, карта Авена на это лето. Мы 3 месяца такой вот, на 3 месяца летних сделаем такой расклад. Да? Что нас вообще летом ждет? Это летом у нас, девочки, Уран в Близнецы заходит. Вот, люблю планету Уран, потому что она ко мне тоже относится. И у нас будет такое солнечное затмение в Раке, мощное такое, в июне. Ну, скоро. В общем, для Авена, кто родился в знак Овна по Солнцу, это с 21 марта по 19 апреля, что ждет? Астрособытие какое? Я его связал с колесницей. Именно с этим 7-м старшим арканом. Это не младший аркан, а старший. Это, девочки, что это значит? Для Авена, как для мужчины и для женщины, Марс в июле именно, да, не в июне, а в июле будет очень сильно влиять на вашу карьеру. И какой прогноз вообще для лета? Лето для Овенов потребует жесткого фокуса на работе. К сожалению, кажется, да. Июнь принесет много поездок, много каких-то переговоров. Не бойтесь этого, ничего. В июле и в августе придется отстаивать, мои дорогие, свой авторитет перед людьми. То есть овнам придется, как говорится, сначала в июне поработать, а в июле и в августе придется, вот как говорится, говорить я, стучать по столу, девочки, да. Личная жизнь у овенов отойдет на второй план, зато будут очень сильные финансовые амбиции. И я вам настоятельно рекомендую, как говорится, этим работой, карьерой этим летом все-таки позаниматься, поотдыхать, да пожалуйста, но не забывайте про свою работу, потому что 7-й старший аркан у вас — это, девочки, то, что меняет надолго вашу жизнь. Вот такие вот дела. Дальше мы это отложим. Это Овен был. А сейчас мы с вами посмотрим на Тельца. Тельцы, кто родился с 20 апреля по 20 мая. Что у вас самое такое главное будет? Я тут выбрала именно 9 кубков для вас. Почему? Потому что у вас летом, в июле тоже, кстати, у вас Венера входит в ваш дом любви и в дом вашего творчества, то есть в то, что отвечает за любовь и за творчество. И какой прогноз мой? Это идеальное время для отпуска, для романов, для перезагрузки. То есть 9 кубков — это, знаете, такое одиночество любовное, когда вы находитесь в этом любовном поиске. Финансы вас не будут особо так интересовать, да, и больше всего обратите внимание на вот эти вот свои любовные поиски, потому что они принесут вам то, что вы ищете. Это на то, что на что надо обратить внимание, так говорят планеты.
вот и для вас Уран не особо-то любимая такая вот планета, скажем так, да, и он перестанет вас трясти, понимаете? А в августе, кстати, у вас возможны крупные и очень даже удачные покупки для дома или инвестиции какие-то, да, в недвижку, девочки, вкладываетесь. Вот такие дела. Если у вас есть, конечно, уже накопленные какие суммы, или вы берете ипотеку. В общем, ваша карта на это лето — это девятка кубков, чтобы вы ощущали себя вот этим джинником, выпустили из себя наружу этого джина, который в поисках любви. Причем это относится как к мужчинам, так и к женщинам. И ищите любовь повсюду. В маленьких козявочках, в котиках, в собачках, в 33 котах даже, да, но и в людях ищите. Не забудьте отдыхать, наслаждаться любовью. Это были у нас такие тельцы. Тоже их откладываем. И дальше я выбрала эту вот одну карту для близнецов. Близнецы, кто родился от 21 мая по 20 июня. Близнецы, мужчины и женщины. Я для вас выбрала 16-й старший аркан башня именно для лета. Ассоциацию, которая мне в голову вот пришла, когда вот на ваши планеты, как говорится, посмотрела. Так вот, дорогие мои близнецы, вы-то в курсе по-любому, если вы смотрели какие-то уже не таро, а астропрогнозы на лето это, да, что это вообще ваше время. Вы главные этим летом, хедлайнеры этого лета, потому что Уран в близнецах, девочки, это этот Уран в близнецах, который меняет, как говорится, нашу жизнь. Вот сейчас мы мчимся на какой-то колеснице то ли в гору, то ли с горы. Да? Весь мир сейчас такое сходит с ума. Так вот, те, кто сделал мир сходящим с ума, так это все близнецы, девочки. По секрету вам скажу, или не по секрету, все близнецы этого мира меняют сейчас наш мир вот так, куда он идет, в принципе. Да? И вас ждет вот это вот НЛО, вот это Таро сумасшедшей Луны. Насколько я помню, вот название, просто я это вот название не запоминаю, я их по-своему называю, да. И вот это у меня тоже лунное Таро. И тут нету, обратите внимание, Луны. Тут есть НЛО, неопознанный летающий объект. В общем, тотальное обновление вас ждет, да, то есть то ли вы голову покрасите краской другого цвета, да, или внезапно переедете, или бросите кого-нибудь, да, или заведете себе новые какие-то отношения. Очень много у вас будет энергии, прям как у НЛО вот с этим лазером, да. И будьте осторожны, потому что в августе вы можете выгореть. Поэтому, девочки, по ритму, по биологическим своим часам трепаем нервы этому миру. Вот такая башня, девочки. Старая жизнь ваша рушится, освобождается место для новой свободы какой-то вашей. Вот такие близнецы. Дальше у нас идут раки. Для раков я выбрала карту мести, называется. 13-й старший аркан смерти. Но вы не бойтесь, мои дорогие раки, кто родился с 21 июня по 22 июля. Не бойтесь. Ваше главное событие — это солнечное затмение в вашем знаке в июне. И, девочки, июнь станет точкой невозврата с того затмения. Когда оно, я вам специально не говорю, чтобы это была какая-то интрига, или кто-то из вас по календарю посмотрит по лунному, а кто-то, девочки, это просто прочувствует, и я вам советую просто это взять и прочувствовать, вот это вот, знаете, свою точку, да, болевую точку невозврата, да. Это затмение, которое будет, заставит вас пересмотреть свое «я» и выйти из тени. Вот эта карта, 13-й старший аркан, карта перерождения, глобальная внутренняя трансформация и рождение заново. То есть у вас Юпитер покидает ваш знак и оставляет за собой какой-то прочный фундамент, который он уже создал, да. Июль и август подходят для тайных дел,
эзотерики, глубокого уединенного отдыха. Но для своего рака я тут устроила тоже перерождение, потому что его кое-что ждет, девочки. И на этой карте это тоже нарисовано. В общем, вот такие вот дела. Так что раков поздравляю, как говорится, с тем, что их ждет. Не бойтесь этой карты, она принесет вам большую удачу, поверьте мне. Двойную даже, я бы сказала, удачу. Дальше карту для льва я тоже выбрала. Львы, кто родился с 23 июля по 22 августа. Причем я очень люблю львов. И вот львов, знаете, все время прислушиваюсь с ним. Я люблю смотреть, чем отличаются львы, которые в июле родились и которые в августе родились, которые в первую ночь до 10 августа родились. Да, вот все время обращаю внимание на львов. Вот мне что-то нравится их разбирать, они очень просто. В общем, ваше главное астро-событие это будет в августе. То есть к вам приходит в гости Меркурий. Сори, девочки, тут вот. И я выбрала для вас карту Солнца. Это ваш звездный час. Ваше признание в успехе, общество вас будет любить, у вас все будет вообще во всех параметрах лета это пройдет просто замечательно. Но начало лета может показаться застойным, обышло, типа, да, но не бойтесь этого. А к августу вы окажетесь в центре внимания, конечно же. Это лучшее время для запуска, например, ваших соцсетей, блогов, каналов, публичных выступлений, свиданий. Лучше это время, да. Именно вот, я бы даже сказала, именно, девочки, с 23 июля по 22 августа. Вот реально. Такие дела. Вы будете обладать огромным магнетизмом, и поэтому вот я выбрала карту 19-й старший аркан Солнца, потому что ваше Солнце как раз-таки именно в ваших знаках. С 23 июля по 22 августа вы будете просто офигительно красивые. Вот такие дела. Дальше мы смотрим Деву, и для Девы я тоже выбрала определенную карту. Это туз мечей. Но не пугайтесь. Сейчас я вам объясню, почему. Девы, это кто у нас родился с 23 августа по 22 сентября. У меня брат Дева, Дева дивная. В общем, вот еще знак. Это мужчина Девы, это вообще, правда, девочки? Короче, но для наших див. Какое главное ваше астрособытие будет, да? Летом ваш Уран будет отвечать за ваш статус. Короче, на работе у вас грядут тектонические просто сдвиги какие, как у Земли, понимаете? Возможно, внезапная смена начальства. Вот потому я говорю, туз мечей, чтобы вы обратили на это внимание. Знаете, привлечь хотела вас именно тузом мечей. Увольнение может быть. Или наоборот, резкое повышение с переходом на удаленку, к примеру, да. В личной жизни лето у вас потребует тишины какой-то. Нельзя делиться своими планами с окружающими. Туз мечей я выбрала почему? Потому что это время принимать жесткие, но очень важные, осознанные решения. Не бойтесь, девочки. Вот, как говорится, рубите все. Вот вам туз мечей в руки, меч вам в руки. Посмотрите, вот это вы с мечом, да. И вот не бойтесь принимать жесткие, осознанные решения, да, какие они бы ни были, потому что все это идет во благо. Вот такие дела. Некоторые вещи решаются иголкой с ниткой, а некоторые вещи решаются топором. Понимаете? Вот такие дела. Так что готовьтесь. Я вам скажу так, да, например, у меня брат очень такой карьерный, скажем так, из места в карьер, да, карьерный. Он уже, короче, ну, высоко забрался, скажем так, по карьере своей, да, и мне интересно всегда за девами наблюдать в этом плане, как они развивают карьеру. Вот реально. Потому что я могу из плюсов заметить, вот именно у дев, да, у дев надо поучиться о том, как они реально умеют строить
карьеру себе. И вот как раз-таки вот это лето, девочки, а больше даже вот конец лета, это именно то время, когда вам надо просто именно топором и мечом высекать себе вот эту вот карьеру. Вот такие дела, котики мои. Дальше давайте посмотрим весы. Весы у нас с 23 сентября по 22 октября. И я для вас выбрала такую вот карту, сигнификатор такой иерофанта. Иерофанта. Почему для весов иерофанта? Хотя, знаете, я еще думала, может брать иерофанта или нет для весов. Но у вас тоже карьера. Карьера. Но карьера не такая, как мы высекали тузом мечей, да, у дев. У вас идет белая полоса в социальной вашей какой-то реализации. То есть вы, как иерофант, социализируете и социализируетесь. Лето принесет вам крупное везение, ну, как старшему аркану. Влиятельные какие-то покровители тут пойдут, чуть ли не старшие верховные жрецы, да. Новые какие-то контракты, масштабирование вашего бизнеса, какие-то вы вот структурируетесь у себя на работе, так неплохо очень. В августе у вас, возможно, кстати, судьбоносная поездка за границу или знакомство с человеком с другой культуры. И поэтому здесь иерофант. Я хочу, чтобы вы либо себя ощущали этим иерофантом, или вот этого другого человека, который приносит какое-то положительное влияние на вашу жизнь. Иерофант — это удача, которая сопутствует именно тем, кто действует как этот старший жрец. Честно и по правилам. Понимаете? Поэтому я ее выбрала, хотя были такие у меня спорные сомнения по выбору именно этой карты. Ну что, дальше мы посмотрим карту Скорпиона, Скорпиоши, кто родился с 23 октября по 21 ноября. Что вас ждет вообще летом? Короче, Плутон именно будет трясти вашу семью. Поэтому, девочки, тут пятерочка мечей, вот эта вот карта. И с одной стороны предостережение, да, а с другой стороны совет здесь будет самым главным. Лето будет таким вот кризисным, скажем так. Это не самое лучшее время года у вас, но оно очень продуктивное. То есть вы можете очень много денег потратить, понимаете, вот туда-сюда. Можете закрыть кредиты, кстати, и решить вопросы с наследством. То есть у вас в этом плане есть все. С семьей, кстати, это будет связано в первую очередь, да. Но в отношениях всплывут какие-то скрытые обиды, и будете в этом кусаться. Скорпиоши будут кусаться. Но не бойтесь идти в конфликт. Да, через него придет какое-то ваше очищение, да, поэтому здесь вот это меч с двумя такими, как они называются, со стриями, да, у вас на плече, на один вы меч опираетесь, и два лежат здесь крестом. Мне вот эта карта очень понравилась. Какой совет здесь? Самый главный, чтобы вы не боялись пятерки мечей. Надо выбирать, в каких битвах вам стоит участвовать, мои дорогие скорпионы, а в каких надо просто уйти. То есть вам больше всего надо обращать внимание сейчас на свою семью, контролировать какие-то свои траты, да, и лучше вот все для семьи, для семьи. Вот больше вот, как говорится, делать внутренний какой-то такой вот совет с самим собой, да, для того, чтобы вот в вашей семье не было плохо. Но в этой семье вам должно быть супер хорошо. Понимаете? Вот такие вот дела. Дальше давайте мы посмотрим с вами стрельцов. Для стрельцов, которые родились с 22 ноября по 21 декабря, я для вас вот такую карту подготовила. Это карта влюбленных. И что это значит, мои дорогие? Карта влюбленных. Что такое? Какое ваше главное событие? Партнерство, короче. Уран. У нас Уран, хедлайнер, короче, этого лета, да. Не для всех, конечно, знака зодиака он супер хорош, но все же, да. У вас это будет влиять на любые ваши партнерские отношения. Лето
это бум в личной жизни. Ну, потому же и карта влюбленная, да. Деловые союзы тут хорошо будут тоже работать, поэтому это старший аркан. Надо ожидать, девочки, внезапных предложений руки и сердца. Или наоборот, вы можете резко с кем-то развестись. Но это реже. Появятся необычные, эксцентричные партнеры. И вот поэтому на этом таро вы можете видеть черного и белого. Вот такие вот дела человека. И надо, вот, девочки, вот самый главный совет — учиться договариваться на ходу, потому что все будет быстро, как-то внезапно происходить, поэтому на ходу, как говорится, договаривайтесь. И эта карта влюбленная, фокус на взаимоотношения и поиск компромиссов. То есть вы будете все связывать, надо все связывать. Узелковая магия должна работать. Такие дела. Дальше у нас идет Козерожка, Козерог, рожденная 22 декабря, 19 января. И какое у вас самое главное астрособытие ждет? Летом. А летом у вас замедляется с помощью Сатурна, колец Сатурна, все берется в кольца сатурнические, дом и ваш быт. Это время у вас рутины, наведения порядка. Лето хорошо подходит для каких-то ремонтов у вас. Это карта восьмерка пентаклей, кстати, да. Строительство, дачные хлопоты, заботы о здоровье. На работе никаких революций у вас не предвидится, но придется выполнять много мелких каких-то обязательств. Вот поэтому здесь вот восьмерку пентаклей я для вас выбрала. Это такой вот часовщик, да, который вот что-то делает, что-то печет, какие-то блины. Там, это, ну, короче, это карта часовщика у меня. Восьмерка пентаклей. Терпеливый труд и оттачивание вашего мастерства дадут вам какие-то плоды, мои дорогие. Так что отдохните этим летом это вот в своем садовом товариществе, на природе, дома. Копошитесь, копошитесь. Это очень, кстати, вам пригодится, девочки. Не у всех лето такое бомбическое, правильно? Когда-то и надо отдыхать. И как раз таки вот это лето такое вот более такое отдыхательное, скажем так. Дальше у нас идет Водолей. Те, кто родились с 20 января по 18 февраля. И я с вами здесь, девочки. И я здесь выбрала карту нулевой старший аркан, дурака. Но вы не отчаивайтесь, мы с вами совсем не дурочки. Я родилась, кстати, 10 февраля. Девочки, Водолеи, пишите, кто когда родился. Январские водолеи, февральские водолеи, кто, где, чего. Давайте пересчитаемся. Так вот, почему здесь карта дурака? Нам надо, девочки, эта карта дурака. Нам оно надо. Надо легкое отношение к жизни, какие-то авантюры, какие-то новые начинания, все с нуля, что-то такое новое, все остальное. Нам надо вот это вот легкость и дурачество. Вот на грани дурачества. Хватит быть умными, хватит быть интеллигентными, такими крутыми. Хватит. Давайте проведем это лето в дураках. Ну, в нормальных дураках, в контролируемых дурачествах. Вот такие дела. То есть у нас Уран тоже заходит в дом какой, да? В творчество, любовь и дети. Лето у нас вспыхнет яркими красками, лавина у нас любви, флирта, какие-то влюбленности, творческие прорывы ждут, популярность, девочки, нас ждет. Отношения с детьми потребуют от вас и от меня тоже нестандартного подхода. Надо будет здесь жить здесь и сейчас. То есть какие-то, если проблемы возникают, мы будем их решать по мере поступления. Понимаете, как Скарлетт О'Хара. То есть не думайте сейчас, оставьте это, все тревожные мысли свои, все оставьте, планирование тоже оставьте, давайте подурачимся, давайте отдохнем от жизни, потому что вот это вот, нам надо это легкое отношение, нам надо полегчать, девочки, сбросить вот эти всякие грузы с наших плеч. Кстати, я вот заметила, я это делаю расклад вот сейчас в конце мая,
Короче, девочки, знаете, вот сегодня я поняла, что вот его надо сделать. Знаете почему? Потому что я сегодня вот посмотрела на своих родственников другими глазами. Вот именно другими глазами, и где меня уже ничего не волновало. То есть у меня, в принципе, уже вот этот вот уран уже зашел. Уран, девочки, мне уже зашел куда надо. А как вам? Так что все, девочки, это начинаем жизнь с нуля. И у нас остались рыбки. Это карта для рыбок. Рыбки, кто родился с 19 февраля по 20 марта. Ну что, давайте смотреть, что за карта у вас. Выбрала я для вас четверку жезлов. Что это такое? Во-первых, что у нас самое главное, рыбы мои дорогие? Моя ты рыба. Затмение в июне затронет твой дом любви, а Уран – дом семьи. И что будет вообще, да? Четверка жезлов – это у нас, несмотря на суету, это суета-сует карт, да, четверка. Но все время у меня это денежная дорога. Я люблю ее так интерпретировать. Эм, Денежная дорога домой. Денежная дорога домой. Вот домик. И смотрите, вот вы там с кем-то держитесь, прощаетесь или кого-то берете за руку и ведете к себе домой, в свой прекрасный дом. В июне фокус вообще вашего внимания сместится на детей, на какие-то ваши романтические отношения. Да? В июле и в августе у вас внимание будет занято делами семейными. Покупка гаджетов каких-то для дома, внезапный приезд родственников или решение сменить жилье даже будет у вас. Поэтому чем вам лучше всего заниматься, так это вот, знаете, вот семьей, семейными какими-то делами. Именно дорожки. Все в дом, все в дом. И если вы будете вот это вот, вы проживете прямо свой астропланетарный прогноз. Поэтому я вот эту карту и выбрала, что все в дом. Это ты, и ты все тянешь в дом. Возлюбленного, возлюбленную, собак, котов, робота-пылесоса, все домой. Обрати на это внимание. Все, девочки, вот такой вот у нас был прогноз по знакам зодиака, мои дорогие. Я связала так сторонне, гадая, но гадать мы тоже будем. Вот мы уже сделали с вами уже один прогноз. А сейчас мне захотелось именно такой вот прогноз сделать, посмотреть, как, что, где планеты, в какой знак, где заходят, в какие дома, и подобрать карты в нашем с вами любимом гадании на Таро. Все, любименькие, люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.